И снова здравствуйте! После затянувшейся паузы на канале «Выпечка хлеба» мы продолжаем печь хлеб и снимать для вас подробные видеоуроки в хорошем качестве. Будет очень приятно, если вы поддержите канал донатом. Подробнее в описании. А испечем мы сегодня с вами очень вкусный и мягкий японский молочный хлеб. Мы не привыкли считать сдобу хлебом, но в Японии это именно хлеб с очень нежной и мягкой текстурой, которая получается благодаря заварной основе. Но я не буду о нем сейчас много говорить, а лучше все подробно покажу и расскажу в процессе приготовления. Этот хлеб готовим на закваске Левит и Мадре или на пшеничной закваске 50% влажности. Для освежения закваски достаем Левит и Мадре из холодильника и оставляем на час-два в тепле. Для закваски, которая пойдет в хлеб, нам понадобится 50 грамм Левит и Мадре из холодильника, 50 грамм пшеничной муки высшего сорта и 25 грамм воды. Подсохший верх закваски убираем. И перекладываем закваску в чашу небольшими кусочками. Заливаем водой. Немного разминаем в воде. И оставляем закваску размокнуть в воде минут на 10-15. Теперь закваску в воде хорошенько размешиваем, чтобы получилась практически однородная масса. Засыпаем к этой массе муку. И хорошо вымешиваем закваску. Можно начинать вымешивать ложкой. И так как закваска получается очень густая, домешиваем ее вручную. Я вымешиваю закваску на столе. Для того, чтобы в закваске хорошо развить клейковину, раскатываем ее скалкой. Складываем ее в несколько слоев и раскатываем скалкой еще раз.
Теперь закручиваем закваску в плотный рулетик. Так как я освежала все количество закваски, и у меня ее было 70 грамм, то 125 грамм я отмеряю закваски для хлеба. Придаю ей округлую форму. Делаю глубокий крестообразный надрез. Кладем закваску в чашу, накрываем и оставляем зреть на 5-6 часов. А остаток у меня получилось около 50 грамм. Я также формую, делаю надрез и отправляю обратно в стакан. Оставляю на час в тепле и убираю в холодильник до следующей выпечки. Переходим к завариванию муки. Для заваривания понадобится 30 грамм пшеничной муки высшего сорта и 125 грамм воды. Пересыпаем муку в ковшик. И постепенно добавляем воду, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы не образовалось комочков. Ставим ковшик на небольшой огонь и, постоянно помешивая, доводим до загустения. Масса довольно очень быстро загустеет. По консистенции она должна стать как густая сметана или кисель. Если есть специальный термометр, можно отследить температуру, она не должна превысить 70 градусов. Как только масса загустела, сразу выключаем огонь. И перекладываем ее в отдельную чашу. Накрываем плотно пленкой, прижимая пленку к поверхности заварной муки. Оставляем также на 5-6 часов до созревания закваски. Когда закваска созрела, она увеличилась в объеме, стала очень пышной и пористой. Мука хорошо настоялась. Переходим к замесу теста.
Для теста также понадобится 350 грамм пшеничной муки высшего сорта, 100 грамм теплого молока, 1 крупное яйцо, 30 грамм мягкого сливочного масла, 30 грамм сахара и 5 грамм соли. В чашу, где будем вымешивать тесто, разбиваем одно яйцо, вливаем молоко, засыпаем сахар и соль и перекладываем кусочками закваску. Добавляем всю заваренную муку. И смешиваем все ингредиенты до однородности. Можно ненадолго оставить смесь, минут на 10-15, чтобы закваска лучше размокла. Теперь засыпаем муку. И вымешиваем тесто на первой скорости. До получения однородного теста. Затем переключаем миксер на вторую скорость и постепенно добавляем сливочное масло. Вымешиваем тесто 10 минут. Теперь нужно еще раз хорошенько вымесить тесто вручную на столе. Методом отбивания теста об стол. На это может уйти 1-2 минуты. Тесто должно получиться гладким и полностью отходить от стола и рук. Готовое тесто перекладываем в чашу, накрываем и ставим на расстойку на 3 часа до увеличения вдвое. Когда тесто подошло, приступаем к формовке хлеба. Для этого стол слегка посыпаем мукой и перекладываем на него тесто. Делим тесто на 3 или 4 части. Я делю на 4. Каждой части придаем округлую форму.
Накрываем заготовки и оставляем на 10 минут отдохнуть. Для этого хлеба я использую обычную прямоугольную форму. Хоть она и с антипригарным покрытием, я смазала ее сливочным маслом. Когда заготовки отдохнули, каждую часть раскатываем скалкой. И вначале складываем к середине, а затем раскатываем по ширине формы. Скручиваем в рулет не плотно. Шов защипляем и укладываем в форму. Также формуем остальные заготовки. Когда все рулетики уложили в форму, форму накрываем или убираем в пакет и завязываем его, чтобы поверхность хлеба во время расстойки не подсыхала. Ставим на расстойку на 2 часа или до увеличения вдвое. Для выпечки духовку прогреваем до 180 градусов. Когда хлеб подошел, можно смазать поверхность для румяной блестящей корочки. Для этого смешиваем желток со столовой ложкой молока. И смазываем макушки хлеба. Отправляем форму с хлебом в разогретую духовку. И печем хлеб до готовности 30 минут. Когда хлеб готов, духовку выключаем. Достаем хлеб из духовки. И не вынимая из формы, для смягчения корочки можно смазать поверхность хлеба сливочным маслом. Оставляем хлеб в форме на 5 минут. Затем перекладываем хлеб на решетку.
Хлеб такой мягкий и ароматный, что хочется скорее его попробовать. Но оставляем его хотя бы немного остыть. Хлеб получается очень нежным и мягким. Он остается таким же свежим и на следующий день. Вкус у хлебушка замечательный, и он отлично подходит как для сладких, так и несладких блюд. Обязательно испеките японский молочный хлеб и побалуйте себя и близких. Подписывайтесь на канал. Желаю всем хорошего дня!